Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Данный урок для начинающих, тех, кто хочет научиться вязать крючком. Это довольно просто. И сегодня мы сделаем первый шаг, научимся набирать цепочку из воздушных петель. Нужно нам для этого клубок ниток и крючок, подходящий под эти нитки. В данном случае, чтобы вам было хорошо видно, я взяла довольно толстую нить и под нее крючок 3,5 миллиметра. Нужно сделать так, чтобы толщина нити соответствовала толщине головки крючка. Крючки абсолютно разных размеров бывают. И вот такие большие, прямо толстые крючки. Можно вязать несколько слоев пряжи, нить в несколько слоев. Есть потоньше. В общем, они абсолютно разнообразные. Всегда нужно подбирать под каждую пряжу своего размера крючок. И сейчас начнем набирать цепочку из воздушных петель. Делать это можно двумя разными способами. Начало, по крайней мере, первую петлю. Я сейчас покажу вам оба способа. Первый способ: под нить вводим крючок, закручиваем его вокруг своей оси и потом захватываем нить, протягиваем через вот эту петельку, которую мы держим пальцами. Покажу еще раз. Мы крючком заворачиваем нить, образуется петелька, которую мы держим пальцами, и сквозь нее протягиваем рабочую нить. Второй способ, мне кажется, более интересным и более простым даже. Вокруг указательного пальца вот так дважды обкручиваем рабочую нить, одну на другую. Вводим теперь крючок под нижнюю нить вот сюда, захватываем верхнюю, протягиваем ее сюда под нижнюю и затем снимаем эту петлю, которую мы намотали на палец, с пальца и просто затягиваем узелок. Получается отличная первая петелька. Еще раз показываю. На указательный палец наматываем рабочую нить 2 раза. Так как бы крест-накрест, одну под другой. Затем крючок вводим под нижний виток, захватываем нить верхнего, протягиваем его под нижний и снимаем петельку с указательного пальца, затягиваем просто узелок. И давайте еще раз. Наматываем нить раз на палец, потом сверху чуть накрест еще раз. Под нижнюю первый виток вводим крючок, захватываем нить второго витка, протягиваем ее под первый, затем снимаем петлю с пальца и затягиваем узелок. Я уверена, что достаточно несколько раз потренироваться, и у вас будет это получаться просто на автомате. Теперь как держать крючок. На каждом крючке есть вот такие специальные углубления для того, чтобы удобно было держать пальцами. Какой бы крючок мы ни взяли, там везде есть вот такие углубления. Либо крючок будет просто сплюснутый с обоих сторон. Всегда, когда покупаете крючок, держите его в руках. Смотрите, насколько он вам удобен, насколько комфортно будет его держать. Очень удобные вот такие крючки, мне они нравятся. Держать его можно вот так, поставив палец наверху. Либо вот так, как обычно мы держим ручку, когда пишем.
На качество работы это точно не влияет, это просто дело привычки, кому как нравится и кому как удобнее. Теперь как лучше держать пряжу? Вот лучше всего, конечно, протянуть ее между пальцами. Обвив вот так пальцы, тогда можно будет спокойно регулировать натяжение нити. В процессе работы вы это почувствуете. Вот таким образом, прихватив нить, теперь мы держим полотно. Полотно можно держать указательным и большим пальцем, либо третьим пальцем и большим пальцем. Это тоже так, как вам будет удобнее. И теперь вяжем цепочку из воздушных петель. Заводим крючок под рабочую нить, захватываем ее и протягиваем ее сквозь петельку. Петлю на крючке затягивать сильно не надо, чтобы можно было свободно набирать петли. Еще раз захватываем крючком рабочую нить и протягиваем эту нить через петлю. Захватываем, протягиваем. Захватываем, протягиваем. Таким образом мы набираем цепочку из воздушных петель любой длины, той, которая нам нужна. И прежде чем начинать учиться вязать следующие столбики, столбики без накида, столбики с накидом и так далее, лучше всего научиться сначала вот вязать цепочку из воздушных петель. Поэтому тренируйтесь до тех пор, пока у вас не будет получаться это уже идеально. Ну а в следующих уроках мы с вами пойдем и будем делать следующий шаг. Начнем учиться вязать столбики. И первые столбики без накида. Я покажу вам, как их вязать тремя различными способами, в результате чего при вязании полотна они будут и смотреться по-разному. Еще один момент. Если вдруг у вас вы оставили полотно, оно начало распускаться, или вот цепочка из воздушных петель, не волнуйтесь. Чем хорошо вязание крючком, вы всегда в любом моменте можете восстановить вязание и продолжить его опять, просто подобрав петлю, которая осталась. Цель нашего урока – научиться вязать цепочку из воздушных петель, я думаю, достигнута, и мы уже теперь это хорошо умеем делать. Друзья, если вам понравилось это видео, если оно вам помогло понять основы вязания, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не стесняйтесь задавать вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно на каждый из них отвечу. До новых встреч!